попался вот такой стеллаж, где фиалки стали длинными. Во-первых, из-за отсутствия должного освещения стоят одна лампа, на низу одна фитолампа, а здесь светодиодная лента проложена. Значит, что мы сделаем? Во-первых, добавим ламп. Может быть, вы посоветуете, какие лампы можно добавить для того, чтобы фиалки росли лучше. Во-вторых, сделали экспериментальный вентилятор, который будет дуть, чтобы растения становились крепче. Вот так он дует, и листочки, видите, дрожат. Сделано из обычного кулера от старого компьютера. И включается вот в USB разъем. Взятый провод USB от зарядки для телефона. Во-вторых, проложим здесь воздуховод. То есть вентилятор будет на каждой полке. Это будет лишнее удаление влаги. То есть отсутствие плесени, бактерий вредоносных. И этот воздуховод будет соединяться и подходить к батарее. То есть теплый воздух от батареи будет поступать непосредственно к растениям. И делать это можно только в частном доме, соответственно. В квартирах в отопление вмешиваться нельзя. Особенно это актуально для нижних полок, потому что, как вы знаете по физике, внизу самое холодное место, и ноги мерзнут в частных домах. Наверху, наоборот, у нас жарко. Будем отводить излишки жаркого воздуха. И третья проблема, номер 3, это кот, который прыгает на полке и иногда валяет цветы. Значит, мы тут сделаем две дверцы, как в старых сервантах, напополам разделим полочку. И дверцы будут сдвигаться либо в правую сторону, 2 штуки, либо в левую. Дверцы будут, пока не решили, может быть, из оргстекла, либо из обычного стекла с ручками, отрезанными в стекольных магазинах, киосках под размер. И на таких салазочках будут ездить дверцы вправо-влево, чтобы можно было и цветы обслуживать, и прозрачно будет, и кот уже не запрыгнет и не свалит эти цветочки. Ну, пока вот начали с вентиляторов таких, нам нужно, получается, 4 штуки. Вот они дуют. Создаются естественные условия, то есть не только свет нужен, питание для растений, но и ветер. То есть растения будут себя чувствовать как на улице. Ну, на этом все. Через несколько дней сниму видео, как это все воплотится после покупки ламп и установки вентиляторов. Провода, естественно, будут все спрятаны. Сзади вот наклеена фольга для отражения света, ну и чтобы на обои ничего не попадало. Итак, собрали портативный вентилятор. Значит, от кулера отрезали вот этот разъем. Нам нужно здесь было 2 провода. Красный и черный. Остальной желтый отрезали покороче. Взяли провод USB удлинитель. Можно взять провод от принтера, от сканера, либо от обычной зарядки, который вставляет в зарядное устройство. С этой стороны нам тоже понадобились красный и черный провод. Мы их оставили, остальное отрезали, выкинули. Все спаяли, заизолировали, чтобы влага не попала. Теперь его можно ставить как зарядное устройство. Также
батарейку, Powerbank. Можно разной мощности. Проверяли. Целый день она работал, вентилятор от этого зарядного устройства, Powerbank. Может крутиться, можно сказать, без остановок. Либо от любого устройства, у которого есть разъем USB. Это компьютер, ноутбук, телевизор. Вот у нас есть маленький саженец. Это росток хурмы. Вот он вымахал, потому что ветра не было, жарко и мало света. Вот если его будет обдувать ветер, то стебель будет укрепляться, становиться мощнее. И при пересадке его в грунт он уже будет окрепшим, здоровым по сравнению с теми, которые росли без ветра. Ветер способствует еще осушению почвы в горшке. Не будет скапливаться грибок, плесень. Влага будет распределяться и выветривается верхний слой почвы. То есть создаем условия улицы. Вот такие перчики декоративные. Из-за отсутствия ветра они становятся хиленькие, вытягиваются. Ну и соответственно в штуках можно сделать несколько на один стеллаж. Естественно, он закрепится, будет стоять в одном месте между стойками и дуть на всю полку. Потребляет он немного, меньше даже, чем лампочка светодиодная.